Всем приветик, прямое включение Лоланитас. Я спала 4 часа, бегу на тренировку. Такой у меня лук, знаете, она была на спорте. Так, как раз пока иду на трению, расскажу вам последние новости. В общем, мы ходили смотреть квартиру на продажу. Ее выставили рано утром, и мы в этот же день поехали ее смотреть. Выставили ее за $90 тысяч. Район отличный, 5 минут до Рамблы. Все чистенько, аккуратненько, хоть и дом не новый, да, ему уже сколько там, 20 лет, если не больше. Но все очень прилично. Вот, ну, конечно же, есть подвох, потому что такая квартира на рынке стоит $170 тысяч. В общем, она продавалась с дедом. В Италии есть, да, такая распространенная практика. Ну, здесь, видимо, бывают случаи, когда старики вот так продают свою недвижимость вместе с собой, тратят это на свою пенсию, доживают свои лучшие годы, и потом при его смерти квартира отходит тебе. Но я скажу так, дед там живее всех живых. Он не умрет еще лет 20. Он такой, знаете, спортсмен, спортивнее, чем я, поэтому не наш вариант. О, как иду. Там какой-то рынок у нас на районе. У нас здесь какой-то рынок на районе открывается по средам. Вот. Второй раз вижу, но мы еще даже ни разу на нем не были. Он какой-то привозной рыночек. Вот, собственно, моя студия. Та-дам! Кто с Европы, узнаете Жабку? Она тут тоже есть. Такой магазинчик, только фрок. Ой, ветер, что-то поднимается. Немного о погоде. Женщина в пуховике. Мы в футболках, в шортах. Ну, как обычно, все. У нас тут на морское скидка. Ой, же знаете, ничего не хочется. Я уже не знаю, что есть, что готовить. У меня уже все. Перенасыщение. В общем, хотелось вам сегодня поснимать. Но как-то, знаете, не складывается. Дождь, ветер. Так что вернусь к вам завтра. У нас, конечно, красота. А там радуга вышла. Ну, в общем, так что там происходит. Скорая. Так, ну что? Мы зашли в Макдональдс, кучу мест обгуляли уже, и я встретилась с Кристалиной. Привет. Мы познакомились в Третсе, Это забавно. списались, и через 2 дня мы уже сидим, пьем кофе. Она, кстати, из Бразилии и занимается недвижимостью, так что если вам нужна недвижка по всему миру, Азия, Европа, Дубай, в общем, неважно, вы знаете, куда писать. Тебе. Да, мне напишите, а я вам скину контактик. Полезный контактик. И мы зашли в Макдональдс. Кстати, Мак здесь реально очень вкусный. Вот, Да? например, да, в Аргентине мне не очень понравился Мак, а в Бразилии он как бы обычный, классный.
А здесь он прям настолько вкусный, что прям... Насыщенный вкус. Да, он прям яркий очень. Да, Мне тоже показалось. Здесь у мака очень насыщенный вкус. Мне кажется, это потому что какие-то вот натуральные продукты. А еще расскажи, как тебе Уругвай по сравнению с Бразилией? И где ты в Бразилии? Слушайте, живешь? но я живу в Сан-Паулу, в Бразилии. Нам безумно понравилось. Сан-Паулу — это аналог Москвы, это мегаполис, это финансовый центр. Вот. И это прям город-город, миллионник, там практически, по-моему, я не буду прям врать, но в округе Сан-Паулу, по-моему, живет 23 миллиона человек. И это можно посмотреть, на самом деле, в общих источниках, но там очень много людей. Мы поехали после Бразилии посмотреть в целом Латинскую Америку. Вот мы оказались в Уругвае, собственно. До этого мы были в Буэнос-Айресе. Буэнос-Айрес — прикольный европейский город, и у меня с Уругваем есть аналогия. Потому что это такая европейская красивая картинка, прикольная. Визуально это выглядит прикольно по-европейски, потому что касается Бразилии, там нет этой европейской картинки, по крайней мере в Сан-Паулу, там вот стекляшки, мегаполис. Буэнос-Айрес — это такая чисто европейская столица. Для меня это смешение какого-то Рима, Северной Италии, Испании тоже. Почему мы уехали из Буэнос-Айреса? Нам там невкусно. Вот, и мне тут нравится. Если вот смотреть там условно цена-качество, по ценнику, мне кажется, это чисто Москва. Вот. Но по качеству жизни у тебя рядом океан, ты можешь каждые выходные выходить гулять на набережной. Но единственное, что мне показалось, это самое главное, естественно, исключение по сути. Да. И единственное. Ничего такого нет. Да, но если вы любите океан, вот эту атмосферу природы, это действительно здесь великолепно в этом плане, потому что мы здесь уже 2 недели, нам не надоело, мы здесь кайфуем, наслаждаемся, здесь супер чистый воздух, потрясающая атмосфера и классные люди. Вот так. Не, ну тут каждому свое. Кому-то вот Сан-Паулу заходит. Нам бы, наверное, не зашел, потому что мы что в Европе, мы жили, допустим, в Чехии мы жили не в столице, в Праге, а мы жили в Брно. Это на 300 тысяч населения городок. Вот. Или еще меньше. Ну, в общем. Короче, маленькое население. Маленький, да. И вот в Таиланде мы жили на острове, тоже, чтобы было поменьше людей. Как-то у нас вот тянет в такие безлюдные маленькие места. Нам комфортно жить в большом городе, в мегаполисе. Наверное, даже больше за счет сервиса. Но вот здесь вот нам на самом деле всего хватает, потому что мы вообще, это мы теперь, кстати, живем в деревушке, потому что Юля вот живет в центре, можно сказать, Монтевидео, а мы живем, грубо говоря, даже в соседнем, получается, городке от Монтевидео. Можно так сказать. Ну, то есть, условно, это там последняя зона Монтевидео. Там такой, в основном, частный сектор, но у нас рядом есть огромный гипермаркет продуктов. Для нас это просто, нам после оголодавшей жизни в Буэнос-Айресе, нам показалось это вообще великолепно. И там такие маленькие частные домики и небольшие комплексы. Ну, короче, я ее уговариваю, чтобы она тут легализовалась. А с другой стороны, я думаю, пусть легализуют Сан-Паулу. Мы будем к ним в гости летать. Да. И они к нам будут летать. Да. Тоже лайк. Это классно. Вот так. Заводятся друзья в эмиграции. Мне вот интересно, у кого-то есть такой же вайб, как вы заводите друзей за пределами своего дома? Или это мы такие? А вот мне кажется, от людей зависит. Ну, слушай, на самом деле я, например, достаточно такой интровертный человек все равно. И мне в целом вот первый вот этот вот контакт, он достаточно тяжело дается. Но при этом мы с тобой очень быстро нашли общий язык. Мне кажется, просто есть, ну реально, знаешь, такие скованные, закрытые люди, и у вас просто иногда даже интересы не могут совпадать, и ну все. А есть мы классные такие девчонки. Ну все, пока. Так, зашли мы еще в магазинчик. Но здесь уже, я так понимаю, просто разные бренды продают. Уругвайские или латиноамериканские, в принципе.
Ну, купальнички тут 1010. Ну, такой. Красивенько. Сколько стоит? Вот, допустим, топик из натуральной коровьей кожи. Ну 2 900. Нормально. 3 900? 2 900. Вообще офигенно. Да. Очень круто. И такая уникальная вещь. Такой вряд ли у кого-то еще будет. Ну, да, но мне кажется, вот это вообще суперско. Жилетка такая. Ну там купальники, чтобы ты понимала, по 5. И тут за 2 900 вот эту штуку. Это очень круто. Да. Ботинки, пожалуйста. Но это все натуральная кожа, да, я так понимаю? Вот такие стильные футболочки. Шортики. Ну, это мужское. 5000 песо. Но выглядит прикольно. А это, кстати, сумочки под их... как это называется-то? Мате. Точно. Под их маты. Вот они с этими сумочками гоняют. Маджа. Маха, наверное. Маджа. На, вот. Здесь. Это мы. Слушай, такие у них раздевалочки Да, прикольно, очень милые. стилевые. Купальники. Я уже, если честно, так устала. Мы уже гуляем часов, наверное, 5 или 6. Но так хорошо гуляется, конечно. У нас дома есть вот такой гробик. И в этом гробике мы откладываем всю мелочугу. Ну, потому что она очень тяжелая, увесистая и ненужная. И вот, кстати, первый раз вижу монетку в 50 песо. Я так понимаю, что она редкая. Вот как выглядит пятерочка. А десяточка у нас такая. С животными. Смотрите, на одном песо вообще броненосец. А на 2 песо капибара. Чтобы вы понимали, мы накопили мелочи почти на килограмм. Здесь 760 песо или 20 долларов где-то. Значит, как мы потратили эту мелочугу? Мы решили попробовать купить эти стиралки. Ну, почему нет? Купили, значит, 2 таких по 40 песо. Здесь 5 миллионов песо приз. Далее у нас идет такой гороскоп. Каждый билетик стоил 50 песо. Там нужно в правилах еще разобраться. Такой бинго по 100 песо каждый. И обычно вот эти стиралки, где есть цифры, и они должны совпасть. Так что с вами мы сейчас будем выигрывать миллионы, надеюсь. Ну что, начинаем нашу лотерею. Я буду стирать 1 батом. Круто. Что мне надо стирать? Все? Ну, ягодки попробуй. А он не стирается? Ну, так, он он должен... 3 штуки? Так, а если 2, то что? Ничего. Ты точно правильно правила прочитал. Ну что, 200 песо выиграли? Вот так и покупаю лотерейки без знания испанского. В общем, мы стерли вот этот ящичек, тут 200 песо. И если бы нам выпало 3 клубнички, мы бы выиграли эти 200 песо. 200 песо это фигня. Ну ладно, пробуем следующую. Не выиграли мы 500 песо. Если ты есть Бог, сука, помоги! Отец мой небесный! Тоже ничего. Пу-пу-пу. Тоже ничего. Ну, кому эти 50 тысяч песо нужно? Правильно? Правильно. Мы созданы для большего. Ну что, мы решили вот попробовать. Почему нет? Банка. У нас есть банка. Ну, ладно, 50 песо отбили. О, 100 песо. Так, ну в это тоже мы пока не выиграли. Ну и, в общем, наконец-то мы закончили вот эти бинго. Они такие долгие. Полчаса надо потратить на одну.
штучку. Аж спать захотелось. Ну, тут нам тоже ничего не попалось. В общем-то, с 800 песо мы заработали 250 песо со всех этих лотереек. Ну, так себе, я скажу, в Европе лотерейки были повыигрышнее, конечно. Но не знаю. Вдруг, конечно, выиграете, но потратиться надо будет. У меня вопрос. У вас тоже муж засыпает вот так? Микрорайона, а справа старый лесопарк. Густой массив тополей и кленов слился в единое чернильное пятно. Ой, сейчас разбужу, блин. Я еще хотела сразу обсудить моментик. Возможно, опять будут такие люди, которые будут писать, когда уже будет микрофон, чтобы был хороший звук. Ребята, успокойтесь, успокойся. Он будет. Он будет, когда я что-то заработаю с этого блога и его куплю. Понимаете, мне тоже нужна какая-то мотивация. Вот для меня, я считаю, это будет правильной мотивацией. Меня это как-то воодушевляет делать больше, делать круче. В общем, я хочу с первых денежек с блога купить микрофоны и улучшать, да, качество. Надеюсь, я ответила на этот насущный вопрос. Что ты? Я такая сегодня миленькая, да. Ой, какая. В общем, что это был за мужчина? Это мужчина, который в определенные дни недели ездит, дудит в свою флейту, можно так сказать, или что это, и затачивает ножи. Все домохозяйки слышат и выходят из своих домов, да, приносят ему поточить ножи. На самом деле для уругвайцев заточка ножа стоит 100 песо, но если они узнают, что ты иностранец, они узнают, они слышат по твоему акценту, они заламывают цену в 500 песо. Поэтому вроде прикольно, а вроде воспользоваться не можешь. Так, ну, в дополнение к моему уже вышедшему видео про базовую продуктовую корзину, да, ее стоимости, я хочу вам сейчас показать фрутерию. Собственно, где мы покупаем овощи и фрукты, там это дешевле. Плюс яйца мы там покупаем, они тоже дешевле, чем в супермаркете. Допустим, здесь бананы 2 кило, 120 песо, пожалуйста. Есть персики, бананы, лимоны 99 килограмм. Яблоки 2 килограмма 100 песо, апельсины 3 килограмма 100 песо. Вообще дешево. Так, посмотрим, что у них еще есть. Пожалуйста. Манго 200 килограмм, только это не манго. Я его не вижу. А, манго внизу. Ну, манго такое уже, конечно. Также помимо фруктов и овощей здесь есть, ну, различные соуса, мед. В общем, фермерские продукты. Баночка меда, например, 200 песо. Вот. Я, правда, именно в этой фруктории не нашла яиц, но в которую мы обычно ходим, там есть. И они, ну, гораздо дешевле, чем в супермаркете. Вот, пожалуйста, засолочки. И есть еще всякие орешки и семена. Я, кстати, нашла цены на яйца. Вот за 30 штук 295. Так-то нормально. Но мы, если честно, берем дешевле. Мы берем за 260. Что мы очень любим ходить по этим фрутериям. Знаете, такой вайб, как будто ты в Италии. Ходишь закупаться на вот эти всякие мини-рыночки. Ну и, конечно, это выходит дешевле. Поэтому всем советую. Конечно же, там овощи, фрукты, да, сменяются по сезонам. И причем
Этих фруторий очень много по городу. Ты всегда можешь найти именно, что удобнее тебе. В общем, спасибо за внимание. Пока-пока. Чао.